Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на интересующие вас вопросы и советы в решении интересующих вас задач. Также есть большое количество инструментов для улучшения всех сфер жизни и практики, настрои, ритуалы, медитации, саблиминалы, видео-медитации для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Все в ваших руках, ведь только вы можете решить, что будет происходить с вами завтра. Ваши мысли, эмоции и действия сегодня, то, на чем вы концентрируетесь, и приходит в вашу жизнь. Поэтому берите под контроль вашу концентрацию, концентрируйтесь на том, чего вы хотите получить, а не на отсутствии и не на страхах и неуверенности. И, соответственно, все, на чем вы будете концентрироваться, и будет происходить с вами. А на канале есть инструменты, которые могут помочь вам концентрироваться. И это именно помощь. За вас никто ничего не решит и не сделает. Помните об этом. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на ближайшую неделю. Кстати, вот иногда можно, если есть какой-то вопрос, можно просто открыть любое видео и посмотреть вот в прогнозе на свой знак зодиака, например, вы можете найти ответ на ваш интересующий вопрос. Ведь так работает закон притяжения, Вселенная. Раз вы открыли именно это видео, значит, в этом видео вы найдете ответы на ваши вопросы. Ну что, сейчас стихия воды, вода, ну и знаки зодиака: раки, скорпионы и рыбы. Такие гибкие, плавучие, ну, скорпионы и рыбки точно, а вот раки более упрямые. У вас так это шаг вперед, 2 шага назад. Сомневающиеся тоже. Ну что, концентрируйтесь, как всегда, на себе любимых обязательно. Сделайте себе комплимент, похвалите себя. Всегда есть за что себя хвалить. Ну и обязательно улыбнитесь. А вы знаете, что когда начинаешь делать себе комплименты и хвалить себя, вот ты автоматически начинаешь улыбаться. Потому что с иронией к этому относишься, ну, каждый из нас так. И, соответственно, чем больше вы себя хвалите, делаете себе комплиментов, тем больше вы улыбаетесь. А улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок принесет вам Вселенная, высшие силы, Господь. Ну, кто из вас во что верит? Ведь с нами может произойти только то, во что мы верим. Если мы не верим, это не произойдет. Или произойдет обратное. Вот, потому что мы, да, действительно чего-то хотим, но мы не верим, что мы можем это получить. Соответственно, мы и получаем отсутствие. Подумайте об этом на досуге. Ну что, раки, на что обратить внимание в ближайшую неделю? В ближайшую неделю обратите внимание на ваше внутреннее состояние и освобождайте себя от всего, что вам мешает. Эта карта так и называется «Свобода». Значит, что получается, что при правильном подходе вы почувствуете, первое, это внутреннюю свободу, значит, избавитесь от каких-то страхов, от какой-то неуверенности, от какого-то недопонимания. И еще эта карта говорит о том, что все в ваших руках, ваша свобода, результаты того, что с вами происходит, все это в ваших руках, потому что в других колодах эта карта сила. Сила говорит о том, что все в ваших силах изменить вашу жизнь, в ваших силах принять
и произвести те перемены, которые приведут вас к тому, чего вы хотите во всех сферах жизни. Это касается всех сфер жизни. И тут просится высказывание: если ты хочешь изменить мир, измени свое отношение к миру. И тогда мир будет относиться к тебе так, как хочешь ты. Мир, Вселенная – это то же самое. Ведь у каждого из нас свой мир, своя Вселенная. При всем при том, что мы связаны энергетически, и мы очень часто даже чувствуем состояние других людей. Мы это не осознаем. Я на сегодняшний день все время, когда вот возникают какие-то спорные состояния, я начинаю анализировать и спрашивать близких моих людей, что происходит у них. И практически всегда, если я не вижу в своем окружении задач, ситуаций, которые могут привести к этому состоянию, я бинго, сразу понимаю, что у кого-то из моих близких людей что-то происходит, и, соответственно, состояние этого человека передается мне. Для этого, кстати, надо обрывать энергетические связи для освобождения своей энергии. Это никак не вредит другому человеку, но это возвращает вам ваше гармоничное и сбалансированное состояние. Помните об этом. Скорпионы. Смотрим основное для вас. Для вас основное – это перестаньте заниматься самоедством, перестаньте себя ругать, перестаньте себя винить во всех проблемах этой жизни, этого мира, и потому что будут у вас вот именно состояния, когда вы будете подавлены. И вот тут, видимо, я это все уже заранее вам сказала: обрывайте энергетические связи, особенно с людьми, которые негативны. Люди, смотрите, мы не можем иногда выбирать, с кем людей для общения, в том смысле, это могут быть наши родные, близкие, также это даже могут быть наши партнеры или партнерши. Поэтому вы изменить человека ни в коем случае не сможете. Вы можете только изменить свое отношение. И, соответственно, когда вы обрываете энергетическую связь, даже если человек рядом, вы освобождаете свою энергию, и у вас подход и отношение к людям, к ситуациям тоже меняется. Ведь от нашего настроения зависит то, как мы видим те или иные ситуации. Поэтому меняйте и перестаньте себя в чем-то винить. Ни в коем случае никогда себя не ругайте. Если вы думаете, что вы перед кем-то в чем-то виноваты, попросите прощения или лично, или фотография, если вы не можете лично общаться с человеком, или каким-то образом принесите свои извинения и отпустите. Все. Если вы на кого-то обижены и считаете, что кто-то в чем-то виноват, эта обида тоже на вас. Это ваше состояние. Человек этого не ощущает. Простите человека и отпустите. Вот общаться бы с человеком или нет, это уже ваш выбор. Даже если это кто-то из близких. Тут вы или ограничиваете общение, или при общении защищаете себя. Защищаете свою энергию. Как это делать, я не один раз говорила. Один из вариантов – это представлять перед собой поток воды, водопад, который разделяет вас и человека, и, соответственно, его энергия не будет через эту воду проходить, и вы не будете терять свою энергию. Еще одна практика шара. Вы представляете, что вы
закрыты от человека в стеклянном шаре. Это тяжелее делать, но это тоже эффективно. Или просто представляете между собой и человеком стеклянную стену. Вы видите человека, но вы понимаете внутри себя, что между вами вот эта стеклянная стена, которая не пропустит негатив от человека. Я понимаю, что когда идет позитив, это никто не будет этим заниматься. А зачем? Позитив надо принимать и впитывать, а вот негатив надо отталкивать. Ну и, как всегда, опять повторяюсь, я всегда это буду повторять, чтобы оно вошло в ваше подсознание. Это все, вся ваша жизнь, ваш выбор. Рыбки, основное в ближайшую неделю, а вы основное примите радость. Радуйтесь. Некоторых из вас ждут радостные события, радостные новости. Некоторых из вас ждет долгожданный отдых, долгожданный отпуск. Принимайте, наслаждайтесь и, конечно же, будьте счастливы. Вот тут события, ситуации, которые будут происходить в ближайшую неделю, принесут вам счастье, радость и удовольствие. Это значит, что все будет здорово с вами, с родными, близкими, с работой, с бизнесом, со здоровьем. Поэтому принимайте и наслаждайтесь. Вот. Единственный, кому я уже сказала все, это скорпионы, и действительно все равно все зависит от вас. Ну и теперь общий совет для стихии вода. На что обратить внимание всем. Вы знаете, вот тут, особенно для скорпионов, могу сказать, что вот это состояние, вот все, что будет происходить, очень завязано на ком-то из прошлого, на женщине из прошлого. И это не значит, что это для мужчин, да, это может быть кто-то, бывшая возлюбленная, бывшая подруга, бывшая жена. Вот. Ну а также, если мы говорим не только о отношениях в паре, это какая-то женщина из прошлого и какое-то событие, связанное с этой женщиной из прошлого, может произойти что-то похожее, и вы вспомните ваши прошлые опыты. Также по этой карте могут происходить события, которые вам, кажется, уже были с вами, может, немножко в другой интерпретации. Если это позитивные события, принимайте. Если что-то не совсем позитивное, то проанализируйте и отпустите этот негатив из прошлого, просто чтобы он развеялся как пепел. И примите это как опыт и поблагодарите за это. Любое событие, которое с нами происходит, позитивное или негативное, за все надо благодарить. Позитив за счастье, негатив за опыт. Поэтому всегда благодарите. Благодарность – это очень сильная вещь. Благодарность может, знаете, как говорят, смелость города берет, точно так, вот это выражение, точно так же благодарность открывает вам все дороги. Попробуйте как-нибудь просто, особенно проснувшись еще в кровати, если вы эти пару секунд, когда вы просыпаетесь, произнести слово «благодарю» 21 раз. И почувствуйте, что с вами будет. Это просто невообразимое чувство свободы и действительно радости и благодарности. Вот это все в совокупности дает очень хороший старт дня и дает вам возможность, что в вашу жизнь будут приходить ситуации, люди, события, за которые вы сможете от всей души благодарить. Помните об этом. Ну что, загадайте желание. Помните, что желание надо формулировать правильно,
То, что сформулируете, то и получите. Ну и, конечно, чтобы это было ваше желание тоже. Как правильно формулировать желание, есть на канале, по-моему, как минимум 2 видео. А есть еще одно, почему желания не сбываются и расклады не проигрываются. Ну, там тоже идет один из вариантов, почему формулировка вашей цели, вашего желания. Ну и, конечно, ваш настрой. Ну что, смотрим. Для раков. Предвкушайте. Вы вольны делать все. Все в ваших руках. Предвкушайте. Осознавайте. И чувствуйте, что это уже у вас. Обманите свое подсознание, чтобы оно концентрировалось на имении, на том, что это есть, а не на том, что этого еще нет. Предвкушайте, и ваше желание исполнится. Скорпионы. Ищите знаки. Вот тут я могу вам сказать, что вот то, что происходит, это, по-моему, знак Вселенной, что что-то вы сделали в прошлом не так, что что-то надо было сделать по-другому. Найдите, все в ваших руках, и ваше желание исполнится. Рыбки. Смотрим. Попросите ангелов, если у вас большое глобальное желание, попросите помощи у ангелов, не забудьте поблагодарить, и ваше желание исполнится. Ну а на сегодня все. Я желаю вам прекрасной недели и прекрасного состояния. И, конечно же, желаю вам счастья по умолчанию. И счастье по умолчанию – это все. Это радость, это любовь, это материальное благосостояние, это изобилие, это успех, это удача, это мир, это все. Будьте счастливы по умолчанию. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока.